Сейчас для всех практически самый актуальный вопрос – это вторая часть The Last of Us. И почему же Sony не показали ее на своей пресс-конференции, на этой E3? Вот в этом блоге я попытаюсь вам рассказать свои мысли по этому поводу. С вами я, Ajax, это блог Новая Алдовая, и мы начинаем. Да, Нейл Дракман дал как бы официальное пояснение, что типа сейчас просто время для Uncharted, а не для The Last of Us второй части, и поэтому нужно еще подождать. Но в том, что эта игра как бы в производстве, я думаю, ни у кого уже нет никаких сомнений, и трейлер мы видели, и прочая инфа периодически всплывает. Но я думаю, что Дракман здесь немного лукавит. И вот здесь я обращусь к одному своему видео, которое я делал очень давно, уже чуть ли получается не год, по-моему, назад. Там я высказал вот такую мысль. Дело в том, что в одном временном промежутке те же самые Days Gone и The Last of Us, даже в рамках одного года, они не впишутся. Многие люди найдут между этими двумя играми такие параллели, знаете, и зачем сталкивать два хита, когда, мягко скажем, в денежном плане можно с этого поиметь. И после увиденного на E3 непосредственно игры Days Gone у меня появилось лишний раз очередное подтверждение, что я оказался крайне прав. Но почему? Давайте рассмотрим с вами несколько конкретных моментов. Вот этот фрагмент. А теперь The Last of Us. Теперь вот этот фрагмент. И снова The Last of Us. Ну и даже вот эту историю можно просто показать фоном. Если бы мы увидели параллельно, допустим, геймплей Days Gone и второй части The Last of Us, то вполне возможно, что в голове это смотрелось как некая определенного рода единая вселенная. А какой смысл, если, в принципе, я уже упоминал, эти игры, исходя из логики, исходя из дороговизны производства, даже не будут выходить в один промежуток времени. Но Days Gone все-таки, скорее всего, появится в конце 2017 года, может, в начале 2018, но The Last of Us, по логике вещей, не раньше конца 2018 года. Ну, потому что нужно прибыль собирать. Это похоже не просто так, не на пустом месте. Ведь Sony Band, которые занимались Days Gone, они же делали Uncharted для Vita. То есть они очень точно и тонко работали с компанией Naughty Dog. Те представляли им определенные свои наработки. То есть оттуда приобретены, сделаны все остальные механики. И в принципе это не какие-то споры внутри одной студии, так как, я думаю, Sony прекрасно курирует как и один, и второй проект. Они просто решили разнести его во времени. Когда выйдет Days Gone, ну, конечно, еще будет какой-нибудь анонс The Last of Us второй части, еще упоминания, какие-нибудь твиты, может, небольшой еще один синематический трейлер. Но сейчас основной хайп-трейн в скором времени будет строиться на Days Gone. Черт его, конечно, знает, но мне эта игрушка изначально очень нравится. Я, может быть, в списке преференций ее ставлю чуть ли не важнее, чем The Last of Us. Просто все это взято не из пустого места. И даже если мы посмотрим на механику, когда вот эти вот фрики нападают на врагов, это внутренне очень сильно напоминает геймплейные моменты из Left Behind, когда вы являетесь лишь неким третьим лицом. То есть вы единственное, чем занимаетесь, это стравливаете вот этих вот одну угрозу с другой угрозой. Все эти вещи, понимаете, даже банальное бросание камня или бутылки, ну это практически тождественно одно и то же. И, к сожалению, в сравнении с Days Gone, я, конечно, понимаю, что у многих Элли и Джоэл являются безумно любимыми героями, но я думаю, что может быть, если смотреть это в созвучии с The Last of Us 2, там нет просто банально такого движка, который бы был ответственен за появление на экране такого количества зараженных тварей. Так что, может быть, это лишь предположение на данной стадии разработки. Возможно, для кого-то The Last of Us было бы даже еще менее притягательным чем-то, чем Days Gone, к сожалению. И тем более ни к чему, как на данный момент понятно, сталкивать этих двух титанов, которые, я думаю, соберут свою кассу. Но что сказать по поводу трейлера Days Gone? Кто-то думает опять, что-то слишком много там синематографии, чего-то постановочного. Можно исходить из этого. Я же скажу просто со стороны воспринимающего человека, как может быть внутреннюю кухню определенной части этого геймдева. Я бы, если бы делал такую игру, я бы захотел показать максимальное количество неких
этих новых механик, которые мы внедрили в этот трейлер. Ну и вот здесь, собственно говоря, мы все видим. Такие фишечки, сякие фишечки, такие повороты, сякие повороты. Ну и, конечно, что основная тема, это что вам не нужно, в принципе, сражаться с врагами, а, скорее всего, натравливать их на других своих врагов. То есть в сравнении с первым трейлером, где вам просто было показано вот эта вот волна зомби, как некое такое цунами, от которого вы спасаетесь, здесь вы уже учитесь манипулировать им. Плюс со стороны нарратива мне показалось, что персонажи довольно-таки интересные. Я более чем уверен сейчас, что история Days Gone будет весьма даже неплоха. Возможно, она будет более темная какая-то, немного в плане типа как потери некой мечты человеком и новое ее обретение, то есть когда в принципе уже ни во что такое мирское и позитивное не верится. Короче, эти игры очень сильно созвучны, визуально коррелируются, и механики у них чертовски сильно переплетаются, просто поэтому нельзя было показывать The Last of Us сейчас, иначе одна бы тема забила другую, и компания Sony, как основная в этой истории, она просто бы от этой игры ничего бы не приобрела, а только потеряла, я имею в виду вот такого вот рода хитрых поворотов. Так что не переживайте, я думаю, с разработкой The Last of Us все идет в полном порядке, вы ее, конечно, ждете и вы ее получите, но не надейтесь, что это будет скоро. Сначала Days Gone, но с другой стороны, я думаю, что так как Нейл Дракман отлично знает, что в Sony Band делают такую историю там с Days Gone, он сам возьмет какие-то наработки из этой игры, возможно, уже берет на данном моменте, и Last of Us будет не хуже. Так что все абсолютно логично. Вообще, E3 была очень неоднозначная, но я думаю, запилю еще не один ролик по этому поводу. Что-то мне понравилось, что-то, мягко скажем, не очень. Ну, в общем, а здесь по поводу Days Gone, да, определенно ждать. Очень крутая тема будет. И вот после этого видоса я более чем уверен, что разрабы не обосрутся. Твердая 8 плюс баллов. Вот сейчас прям, ну, вы знаете, иногда я лонгую такую тему. Короче, спасибо всем, кто смотрел этот ролик. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Жмите там всякий колокольчик вверху экрана, чтобы не пропускать новые видосы. Ну и напишите в комментах, что сами думаете по этому поводу. Да, повторюсь. Твит Нейла Дракмана, конечно, да, типа у нас сейчас время Uncharted, ну тупо не сталкивают два тяжелых локомотива вместе, ни к чему такие потери. Так что все логично, все в порядке, обе игры делаются, как они и должны делаться, я думаю, будет круто. Я рад, что все-таки появилась новая франшиза благодаря Sony Band. Ну, до скорой встречи на канале, с вами был Ajax, новая Алдовая. Пока.